Всем привет! Вы на канале Деломастер Боится. В этом видео я покажу, как приготовить фруктовый самогон из киви. У меня есть 10 килограмм мякоти киви. Они немножко подпортились, поэтому легко очищаются от шкурки. Вот эту мякоть необходимо будет растолочь, чтобы все окончательно и хорошо перебродило. Также понадобится 20 литров теплой отстойной воды, 5 килограмм сахара и 100 грамм сухих дрожжей или 200 обычных спиртовых. Для начала нам необходимо отмерить с помощью мерного стакана 5 килограмм сахара и растворить его в 20 литрах теплой воды. Затем нам необходимо активировать сухие дрожжи. Для этого возьмем сладкую теплую воду, которую мы развели, и добавим в нее сухие дрожжи. Из расчета 1 ложка дрожжей на 50 грамм воды. Затем выливаем воду в нержавеющую пластмассовую емкость. Можно брать любую, кроме оцинкованного металла и металла, который ржавеет. Затем возьмем мякоть киви и, хорошо ее передавливая, помещаем ее в сладкую воду. Температура воды для активизирования дрожжей и для приготовления браги должна быть 30-35 градусов Цельсия. Иначе дрожжи могут погибнуть. Вот прошло 15 минут, дрожжи активизировались, поднялась пена, и можно вливать их в будущую брагу. После этого хорошо перемешиваем все компоненты браги. После этого неплотно закрываем емкость и помещаем ее в теплое место, примерно на 7 дней. Вот прошло 10 дней, и мы проверим, добродила брага или нет. Как видите, вверху еще осталось немножечко мякоти, но основная часть мякоти уже опустилась на дно. Теперь я возьму зажигалку или спичку и проверю, есть ли углекислый газ в этом резервуаре. Как видите, спичка не тухнет, значит брожение полностью прекратилось. Теперь необходимо отделить остатки мякоти от жидкости и поставить брагу на перегонку. Для того, чтобы отделить мякоть от браги, я возьму мелкую сеточку для промывания макаронов. И начнем потихоньку ее цедить. Как видите, готовая брага уже почти полупрозрачная и готова для перегонки. Для того, чтобы полностью вышла вся брага из мякоти, я слегка сверху прижму ее и окончательно выжму. Если у вас большое количество браги и жмыха, то используйте специальный пресс для выдавливания сока или вина. Этот жмых я теперь использую для кормления курей или для удобрения огорода. Куры очень любят такое угощение и съедают его полностью.
Я думаю, что пьяные они не станут. Закрываем емкость. Хорошо герметизируем. Вот на таком самогонном аппарате я перегоняю брагу в самогон. Здесь есть такой бетон, правда он алюминиевый. В дальнейшем планирую сделать из нержавейки. Сухопарник выполнен в виде обычной банки 700 граммовой. Рамка с болтами для того, чтобы крышка плотно прилегала к бетону. И такой стеклянный теплообменник змеевик, лабораторный для дистилляции воды. И вниз будет капать уже готовый самогон. Подождем, пока прогреется до кипения брага. Вот брага закипела, и первые капли первака самогона начали поступать в бутыль. Я солью первые 200 грамм, потому что они самые вредные. Имеют неприятный запах, почти ацетон. Поэтому я сливаю на растирку или для разжигания костра. Очень хороший самогон. Можно использовать его только наружно. Хотя он чистый, но имеет неприятный запах. Вот такой самогон первак. Хотя он имеет нормальный запах и сахара, запах намного хуже. Но мы его пить не будем. И крепость у него тоже около 70 градусов. Вот основная часть самогона выгнана. Проверим ее крепость. Помещаем все в спиртометр и определяем. Спиртометр показывает 58 градусов. Необходимо его разбавить еще очищенной водой, бутилированной. Используем также нержавеющее ведро, чтобы не было никаких окислов. Сначала наливаем сюда немножко воды, очищенной, бутилированной, и после этого заливаем крепкий самогон. Хорошо перемешиваем и проверяем крепость этого самогона. Как видите, сейчас крепость самогона 45 градусов. Так нам и нужно было. Теперь переливаем самогон в бутыля, чтобы он настоялся и стал мягче.